Всем привет! Вот такие вот у нас зимние деньки, более похожи на весенние. Ну, только что тихо, практически не слышно пения птиц, да и запаха не чувать. А помнится, в прошлом году такой порой, в 20-х числах января, как раз же крещенские морозы были, более 20 градусов. Я тогда и вообще носа на улицу не высовывал. Ну а сейчас вон приятно находиться. С одной стороны, это хорошо, как раз же затеял улья для пчел делать, и в столярке комфортно трудиться. Ну а с другой стороны, нет мороза, нет снега, сухо. Когда потеплеет и природа начнет просыпаться, будет недостаточно воды для питания. Да и интересно еще, такая тенденция увеличения температуры на 20 градусов, это только на зиму или на весь год? Вон и почки на кленах уже набухли, да и не только на кленах, и на других деревьях. Интересно, может уже и сок пошел? Раньше-то как было? Весна наступает, снег начинает таять, ночью мороз, днем температура плюсовая небольшая и начинает идти, а сейчас вон и днем плюс, и ночью плюс. Иди кушай. Иди смотри печку. Залазь. Залазь. А? Залазь на ручки, что? Вот. Ну что, гляди печку. Я пойду. На улицу не пойдем уже. Кто? Как видите, превратил кухню в мастерскую. Была бы жена, скорее всего, бы и выгнала из дома за такие дела. Но это один из плюсов, когда живешь один. Можно делать все, что вздумается. А сейчас как раз работу с клеем начал, а у него рабочая температура от плюс 5 до плюс 30. Ну, в принципе, можно было и подождать несколько дней. Там вроде бы передают, что до минимальной температуры потеплеет. Но некогда ждать, много дел задумано. Надо работать.
Ну вот, еще один этап к цели 15 новых ульев завершен. 300-е корпуса собраны. Еще сутки подождать, чтобы высох клей, пропитать 2 раза маслицем изнутри, ну и понесу на чердак, чтобы уже тут под ногами не путались. А то, как видите, эту комнату тоже в производство задействовал. Внешней отделкой пока не буду заниматься. Решил все же не делать так, как в прошлом году. Как показала практика, синицы их расклевывают. Ну а желания огонять их особо-то и нету, да и время не всегда позволяет. Окончательно не определился еще с материалом. Но уже есть одна идейка. Заказал на пробу на пару корпусов. После выходных должны привезти. Но только что еще нужно посмотреть технологически, смогу ли я применить его к своим ульям. Да и провести потом тест-драйв, чтобы окончательно быть уверенным в надежности и прочности. А то мало ли, дятел залетит на пасеку или медведь зайдет. По ходу не получается действовать поэтапно и заниматься поочередно корпусами, магазинами, донями, крышами, чтобы достигнуть конечной цели. И придерживаться еще стратегии соблюдения баланса между трудом и отдыхом, о котором рассказывал в прошлом видео. Видимо, от себя не уйдешь, а человек я оптимизатор, да еще и ленивый. Когда напиливал пенополистирол для корпусов, посмотрел, сколько времени уходит на то, чтобы очистить и подготовить пилу, циклон и пылесос, чтобы собрать всю крошку от него, то одним махом решил уже подготовить их и для магазинов, и для крыш. В итоге и эту комнату задействовал под склад. Ну, в столярке-то особо нету места для хранения. Будут только под ногами путаться, мешать доски распиливать. А еще пока ждал сутки, когда фанера приклеится, так нарезал и позбивал обвязки для крыш. Тоже здесь сложил. Ну, для дерева-то это хорошо, подсохнут перед тем, как склеивать и пропитывать маслом, а для меня не очень. Видимо, не умею я работать линейно-последовательно, привык к этой многозадачности. Все же, наверное, процессор многоядерный. И энергии потребляет много. Тот мед, который осенью натрос 8 литров, так уже практически весь израсходовал, всего лишь пол-литра осталось. Хватило бы энергии, чтобы закончить это все и не перегореть, а расслабляться-то рано еще, наверное, и половины не сделано. Нужно же еще подготовить материалы заготовки для магазинных корпусов, потом собрать это все, довести до ума. Нужно придумать какой-нибудь себе отдых, чтобы отвлечься. Ну вот, еще один этап практически завершен. 14 крыш собрано. Почему только 14? Ну, вообще-то материала подготовил на 16. Как раз же лист пенополистирола разрезается на 2. Ну, думаю, лишней не будет. Мало ли, что корпус можно и из магазинных 2 собрать. Но когда склеивал, заметил косяк. В 2 обвязках одна из планок оказалась длиннее. Хорошо, что я перед склеиванием угольник прикладываю, так выявил, как там говорится, доверяй, но проверяй. Ну а виноватого сейчас попробую найти на таком большом производстве. Это надо у ВТК спрашивать. Жаду, как так получилось? Куда ты смотрела? И кто теперь это переделывать будет? Ну вот, еще один этап завершен. У крыш все деревянные детали покрыл на 2-й слой льняным маслом, и теперь они будут защищены от
неблагоприятных внешних воздействий. Денек подсохнут, и крыши практически будут готовы. Останется только пенополистирол закрыть. Ну, это самая простая деталь моего улья, самая маленькая, требующая небольшое количество трудозатрат. Поэтому быстро виден результат, и получаешь очередную дозу серотонина и дофамина. А вот корпуса самые сложные и громоздкие, но их в принципе уже можно выносить на чердак и освобождать место для других, так как вторым слоем масла я их с вечера покрыл, уже и высохнуть успели. Смотрите, как преобразились. Покрытие маслом, наверное, самый красивый этап. Интересно наблюдать, как дерево меняет свой цвет с белого на золотистый, как его структура проявляется. Вон, смотрите, даже фанера от пресса текстура проявилась. И у пчел теперь такой интересный интерьер, прям как обои поклеены. Во, последний медок стоял в доме, так еще и не закристаллизовался, только он начинает. Жиденький. Ароматненький. Какая вкуснятина. Было пол-литра меда, а стало 2 килограмма вот такой вот помадки. Главное только, чтобы не слиплось ничего. Залез на днях в улья, посмотрел, есть ли у пчел мед. Ну, вроде бы перезимовали ползимы все, но вот только заметил, что у 2 райков корма закончились. Вот и приготовил им так называемый канди. Придется последних этих пол-литра отдавать назад. Ну, ничего не поделаешь, надо делиться, они же со мной делятся. Ну, а готовил его по простому рецепту. По весам на 1 часть меда взял 2 части сахарной пудры, ну и добавил еще настоя горькой полыни для профилактики. Вот такие вот
лепешечки получились. Положу сейчас на печку, чтобы немного подогрелись. О, чтобы улей не остужал. И им было комфортнее брать, он станет чуть пожиже. Ну а мне останется только миску облизать. Сейчас по-быстрому дать, чтобы сильно их не беспокоить, светом не светить. А то и так сегодня солнышко светит, так некоторые он повылетали, облетываются. Чтобы не получилось так, что я им сейчас корма дам, сам без маски, и они меня отблагодарят за такую услугу. Ну и главное, чтобы еще поздно не было, а то я как-то упустил этот момент, а у них уже кормов совсем не осталось. Вроде бы казалось, что должно хватить, ну может быть это, зима была теплая, ели больше, ну либо помог кто-то. Ну, походу я опоздал с этим уликом. Что-то они не шевелятся.